Духи вняли просьбам Ильи, и ночь выдалась тихой. Утром мы занялись осмотром окрестных скал, не подозревая о нависшей над нами беде. Скалы действительно очень живописные, словно в локации из «Звездных войн». А дальше случилась катастрофа. Запустили коптер и немного не рассчитали траекторию полета. Мы вприпрыжку взобрались на скалу. Корпус осмотрите, все ли на месте. Ну это вправить, да, это вправим сейчас как-то. Он летел над скалой и вот этим винтом где-то здесь задел скалу и перековырнулся и упал вот так плашмя, поломав все винты. Но остальные части не пострадали. Камера работает, самое главное. Посмотрим, что с двигателями. Осталось только проверить двигатели. В общем, мы нашли отлетевшие детали, собрали летающего друга в кучку и, скрипя сердце, выдвинулись со стоянки в сторону вулкана Найон-Богт. Вулкан высотой 2256 метров. У него не сохранился кратер. С высоты он похож на гигантскую гробницу древнего богатыря. На вершине можно разглядеть обо, сложенное из лавовых камней. Обо стоит и у подножия горы. Тут же пасутся лошади. Похоже, у них какое-то выяснение отношений. Эта группа прогнала белого коня. Изгой негодует. В Самоне-Севрей мы заправились и купили местного мороженого. Оно оказалось не очень. Я закрепил камеру, и мы поехали в пески Хангарын-Элс. На подъезде встретили стадо верблюдов и устроили им съемку. Правда, ребятам пришлось немного потрудиться, чтобы модели заняли нужное положение на фоне песчаных дюн. Хорошо, идут в нужном направлении, езжай за ними. Он за вами приедет и привезет вас поближе. Это будет быстрее и проще. Кадр, достойный пачки сигарет Camel. Также тут живут создания и поменьше. Кстати, довольно кусачие. Песчаные барханы. Светло-рыжие пески Хангарын-Элс простираются на 185 километров. Высота валов может достигать 300 метров.
Пески Хангарын-Эрс одни из самых крупнейших в Монголии. Их высота более 100 метров, а в длину они более 100 километров. Это огромное песчаное море посередине Монголии. Просто поражает воображение. Эти песчаные дюны еще называют поющими песками. Местные утверждают, что в ветреные дни здесь слышатся удары барабанов и чарующие мелодии. Шум может происходить от перемещения больших массивов песка. Ветер перегоняет тонны песчинок через огромные валы, и создается непонятный низкий звук, который можно принять за бой барабанов. День клонился к вечеру, и нам нужно было спешить, чтобы успеть до темноты перевалить через дюны, не застрять в них и устроиться на ночлег. На следующий день мы доехали до Самона-Булган, где расположились на обед. Еду в газарах, как правило, готовят по случаю. Обычно приходится ждать. Остановились в центре города и решили зайти в чайный газар. Вот нам налили традиционный монгольский чай с молоком. Суп монгольский. Вот он совсем белый. Чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли, чуть-чуть чая и молоко. Хорошо утоляет жажду и вкусно на самом деле. И также мы заказали булзы, мантер по-нашему. 25 штук, ждем, пока их готовят. Вот женщина что-то толчет, но на самом деле они приготовлены в холодильнике, и нам их просто разогревают. Что они мороженые, да? Да, они заморожены. Такие вот, по сути дела, пельмени, в которых находится мясо, чуть-чуть теста и много мяса. Можно его разрезать вилкой так и посмотреть. Вот оно, настоящее монгольское мясо, мах по-монгольски. После бузов мы поехали в Дугуй-Засвар. Так здесь называется шиномонтаж. У одной из наших машин оказалось пробито колесо. Еле открутили совместными усилиями гайки. Не нужно быть таким мудаками. Подсохший на местном солнышке дедушка свое дело знал. И без лишних разговоров за 5000 тугриков заклеил нам дыру. Вообще, самые популярные автотовары в Монголии – все, что связано с ходовой частью и колесами. В местности Баянзак с глубокой древности жили люди. Здесь до сих пор находят орудия верхнекаменного века. Здесь располагается еще один песчаный каньон. И, конечно же, это одно из мест находок древних костей динозавров. Куда же в Монголии без них? Яйца динозавров часто можно найти в красных породах. Они похожи на черные камни и выделяются только своей округлой формой. В научной литературе описано 8 видов яиц. Их размеры колеблются от 10 до 30 сантиметров. Находят экземпляры с сохранившейся скорлупой. Внутри одного окаменелого яйца ученые обнаружили остатки зародыша. Относительная доступность места делает его популярным среди туристов. Тут же можно приобрести и сувениры, минералы, окаменелое дерево. Говорят, можно даже купить яйцо или фрагмент кости динозавра.
не так далеко от Баянзага, мы наткнулись на туристическую базу. Выстроенные полукругом юрты красиво смотрятся с высоты. На базе живут лошади. Возможно, гостям предоставляют конные маршруты. Журавли-красавки устраивают брачные танцы. Их довольно часто можно увидеть в степи. Это серые птицы с пучками белых перьев позади глаз. Журавли прилетают сюда весной, а с наступлением холодов улетают на юг. Красавки – моногамные птицы и образуют постоянную пару. Срок их жизни может достигать 60 лет. Питаются они мелкими насекомыми и корешками растений. Весь следующий день мы долго ехали и особенно не снимали. Повстречали местных, у которых порвалось колесо. Потом видели стервятника, клюющего дохлую лошадь. В общем, ничего необычного. К вечеру подъехали к остаткам древней крепости – Сайрын-Балгас. О ней мало что известно. Предполагаем, что она принадлежит временам уйгурского каганата. Помимо валов, кое-где сохранились остатки глинобитных стен. Наружные размеры крепости 900 на 900 метров. Одна из сторон не сохранилась. Там можно видеть Сайр, пересохшее русло реки. Возможно, он находился там и во времена постройки крепости и защищал укрепления собой. На поверхности большое количество керамики. На ночлег мы решили встать между внешним и внутренним крепостными валами, чтобы хоть немного укрыться от ветра. Когда мы уже поставили палатку, внезапно нагрянули гости. Это оказалось какое-то местное начальство. Показали документы, что-то расспрашивали по-монгольски. Показывали, что здесь находиться нельзя. Мы прикинулись валенками и, проверяющие, видя нашу непроходимую тупизну и убедившись, что мы не собираемся копать, уехали. В Монголии существует проблема с черными копателями, и местные жители сообщают властям о подозрительных людях. Так как все удачно разрешилось, я немного поснимал местную живность. В развалинах живут разные ящерицы. Это пестрая круглоголовка, которая обитает в Монголии. Особенность этого вида – то, что у них есть рудиментарный третий глаз, который, хотя и нельзя назвать полноценным, но может различать свет. Питаются круглоголовки в основном муравьями.
Похоже, что это недавно отложило яйца и теперь закапывает норку от визита непрошенных гостей. Важную роль в коммуникации между ящерицами играет хвост. Это настоящий язык, на котором они общаются между собой. А еще круглоголовки умеют очень быстро бегать, как мы можем убедиться.